Ты слушаешь Радио Мария. — 28 мая, среда, и в прямом эфире на Радио Мария главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Внимание! Сирены в Ришон-Леционе. Управление командования тылом сообщает, что сегодня, 28 мая 2025 года, в Ришон-Леционе пройдут учения, в ходе которых будут отрабатываться действия городских и спасательных служб во время цунами. Цель учений – проверить готовность города и способность оперативно действовать в чрезвычайной ситуации. Предупреждаем, что в 10:15 утра сегодня в западных районах Ришон-Лециона прозвучит сирена, которая предупреждает о цунами. В прибрежных районах будет наблюдаться активное движение транспорта, сил безопасности и спасательных служб. Если в этот момент потребуется настоящая сирена, она зазвучит снова. Пожалуйста, будьте внимательны и следуйте указаниям командования тылом. Вчера, во вторник, 27 мая, тысячи жителей сектора Газа захватили один из недавно созданных пунктов распределения помощи в Рафехе на юге Газы. Всего через несколько часов после того, как военные объявили о том, что новый механизм оказания помощи, поддержанный Израилем и Соединенными Штатами, начал работать впервые. На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как толпы людей устремляются в этот район и забирают коробки с едой. Как это было? Давайте посмотрим без комментариев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу защищает поддерживаемый США Израилем план распределения помощи в секторе Газа, напомню, реализация которого началась 27 мая, называя его важнейшим инструментом ослабления Хамас и решительно отвергая обвинения в том, что Израиль использует голод в качестве орудия войны. Комментируя инцидент, в ходе которого тысячи жителей Газы ненадолго захватили один из недавно открытых пунктов распределения гуманитарной помощи на юге анклава, Нетаньягу признает, что на какое-то время произошла некоторая потеря контроля. По словам премьер-министра, инициатива направлена на то, чтобы сделать боевиков Хамас как рыбу без воды, оставив их без инструмента управления, который они используют, а это, по сути, гуманитарная помощь, которую они грабят. Отвергая обвинения в том, что Израиль проводит, цитирую, преднамеренную политику голода среди гражданского населения Газы, Нетаньягу называет подобные утверждения нынешним веянием и нынешней ложью, которая распространяется со скоростью лесного пожара. С самого первого дня войны, говорит премьер-министр, мы определились с политикой. Мы преследуем Хамас, а не мирное население. Израиль остался верен этому обязательству и принимает меры, чтобы позволить гражданским лицам эвакуироваться из зон боевых действий и снабдив их предметами первой необходимости – едой, водой и лекарствами. Это требует и международное право, и здравый смысл, продолжает премьер-министр. Нет никаких доказательств недоедания в секторе Газа. И это можно увидеть на фотографиях, полученных в ходе проверок безопасности задержанных гражданских лиц и комбатантов силами ЦАля. Вы не увидите ни одного истощенного человека с начала войны и до настоящего времени, говорит премьер-министр. По словам Нетаньягу, лучший способ для Израиля бороться с ложными обвинениями – это быстрая победа в этой войне. Вот что мы пытаемся сделать – быстро выиграть войну, освободить заложников и уничтожить Хамас. Эти два направления идут рука об руку, потому что вы не получите освобождение заложников, если не будете применять военное давление. И затем, конечно же, убедитесь, что Газа больше не будет представлять угрозы Израилю в будущем. Ложные обвинения в адрес Израиля спровоцировали лишение жизни двух сотрудников израильского посольства в США Ярона Лишинского и Сары Мильграм на прошлой неделе.
Я встретил эту прекрасную пару во время визита в Вашингтон, и их обоих лишили жизни только потому, что они были евреями, сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу. Ну и в это же время вице-президент США Джей Ди Венс посетил посольство Израиля в Вашингтоне, чтобы отдать дань уважения его сотрудникам Саре Мильграм и Ярону Лишинскому. Посол Израиля в США Ехель Лейтер благодарит Венса за визит, цитирую: «Забота и сострадание, проявленные вами и администрацией Трампа после этого нападения, являются свидетельством прочной дружбы между двумя странами и народами и нашей общей борьбы с терроризмом», пишет Лейтер в посте в соцсети X. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поддерживает назначение генерал-майора Давида Зини на пост нового главы Шабак, высоко оценивая его наступательный подход и говоря, что Зини является подходящим кандидатом на эту должность. Назначение Зини на эту должность должно быть осуществлено как можно скорее, говорит Кац, добавляя, что он убежден в пригодности генерал-майора Давида Зини возглавить Шабак, а также выполнять эту работу наилучшим образом на благо безопасности и обороны государства Израиль, сказал Исраэль Кац. Напомню, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу на прошлой неделе выдвинул кандидатуру Зини на пост главы Шабак. Однако юридический советник правительства Гали Барав-Миара заявила, что Нетаньягу возник конфликт интересов при выборе главы Шабак, поэтому он не может назначать главу Шабак. На радио Нария продолжаются главные новости Израиля в прямом эфире. Депутат Кнессета Авихай Буарон от партии Ликуд Биньямина Нетаньягу подал просьбу в Высший суд с требованием вынести временное постановление, обязывающее полицию Израиля провести расследование в отношении юридического советника правительства Гали Барав-Миары по подозрению в нарушении доверия в ее отношениях с адвокатом, который помогал ее сыну в деле о краже бронежилета. Далее цитирую: «Некоторые действия сына Гали Барав-Миары странным образом были исключены из рассмотрения без суда, хотя они представляют собой явное уголовное преступление». Конец цитаты. Напомню, что ранее 14-й телеканал израильского телевидения показал репортаж о том, как лучшие адвокаты страны, цитирую, замяли дело о краже военного снаряжения сыном юридического советника правительства Гали Барав-Миары. Через неделю после начала войны батальон резервистов был направлен на защиту северной границы. Во время подготовки к экстренной мобилизации один из резервистов обнаружил, что его личное снаряжение, включая и дорогой керамический бронежилет, пропал. Сам же резервист прибыл из-за границы специально для службы и привез с собой дорогой бронежилет. После нескольких дней поиска оказалось, что место хранения снаряжения резервистов было оборудовано видеокамерой. На записи видно, как один из военных крадет бронежилет, накрывая его своей одеждой. В кадре сын Гали Барав-Миары, юридического советника правительства. 14-й телеканал опубликовал видеозапись момента кражи. Но, несмотря на видеозапись, подтверждающую кражу, военного не привлекли к военному суду. Сообщается, что в деле участвовал командир батальона и адвокат из некой крупной юридической фирмы, которые попытались урегулировать вопрос тихо и быстро. Глава партии «Демократы» Яир Голан принял участие в Сдеротской конференции в Беэр-Шеве. На месте находились демонстранты, которые начали свистеть и выкрикивать, цитирую, «предатель», как только Яир Голан поднялся на сцену. תתביישו לכם! תתביישו לכם! תתביישו לכם! Голан же отреагировал на крики, цитирую: «7 октября я поехал на место фестиваля Нова, чтобы спасать людей. В своем немолодом возрасте я поехал воевать, чтобы спасти людей, в то время как вы сидели по домам», отвечает Голан протестующим. «Стыдитесь, стыдитесь, вы разрушаете израильское общество», сказал Яир Голан.
В это же время министр национальной безопасности Тамар Бен-Гвир, выступавший позднее на этой же конференции, одобрил тех, кто кричал на Голана. Цитирую: «Те, кто кричали Голану «предатель», правы. Он предатель», сказал Итамар Бен-Гвир. Сотрудники морской полиции Израиля спасли отца и его маленького сына, которые отплыли от берега на резиновой лодке в Кеннерете и не смогли вернуться назад. Сообщается, что телефонная связь с пострадавшими была потеряна на длительный период времени. Получив сообщение от родственников, силы морской полиции Кеннерета начали масштабные поиски. Позже они обнаружили отца и сына в самом сердце Кеннерета, на борту надувной лодки. Полиция спасла их, доставив в безопасное место в целостности и сохранности. Полиция Израиля обращается к общественности и подчеркивает, что не выходите на воду на резиновых лодках, матрасах или надувных лодках, не предназначенных для безопасного плавания. При входе в воду необходимо надевать стандартный спасательный жилет, а также рекомендуется иметь при себе мобильный телефон. Следует избегать захода в воду, не находящуюся на обозначенных пляжах. Состояние поверхности воды в Галилейском море быстро меняется и может представлять опасность для жизни из-за изменения скорости ветра. Полиция Израиля продолжит работу по обеспечению безопасности отдыхающих и призывает общественность действовать ответственно и соблюдать правила безопасности. Уже через несколько секунд мы продолжим главные новости Израиля, но прямо сейчас поддержите Радио Нария. Каждый из вас может это сделать. Под этим видео нажмите на палец вверх и поставьте нам лайк. Вам спасибо. Также обязательно подпишитесь на наш YouTube-канал. Нажмите на кнопку «Подписаться». Подразделение полиции Израиля 747 аэропорта имени Бен-Гуриона в Центральном округе предотвратило серьезную контрабанду более 150 сигнальных ракет на рейсе в Израиль. Ракеты предназначались для запуска на футбольном матче в Израиле. Далее цитирую: «Мы провели тайную операцию, в ходе которой пассажир, житель Реховота в возрасте 20 лет, был задержан после приземления в Израиле прямым рейсом из Греции. Полицейские следили за подозреваемым после приземления, в том числе и наблюдали за его перемещением с момента выхода из самолета, прохождения паспортного контроля и до момента получения чемодана, после чего он был задержан и передан для дальнейшего тщательного досмотра багажа». Полиция Израиля подчеркивает, что, согласно выводам расследования, это серьезный инцидент, связанный с намерением болельщика занести фаеры, предположительно незаконно и опасным образом, на стадион. Конец цитаты. Поддержите независимые СМИ Израиля. Прямо сейчас нажмите на палец вверх под этим видео. Это ваш лайк нашему каналу. Обязательно подпишитесь на наш YouTube-канал. Нажмите на кнопку «Подписаться». Под этим же видео оставьте и свой комментарий. Вам спасибо. Я желаю хорошего дня. Уже завтра, в четверг, 29 мая, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.